Всем привет! Сегодня покажу потроха или внутренности магнитолы от Форда. В обиходе она называется Ford LS RNS. Она оборудована навигацией, цветным дисплеем. Дисплей, правда, не сенсорный. Под дисплеем 4 кнопки для управления тем, что на экране происходит. И в чем беда? У этой магнитолы есть проблема, она тухнет. Тухнет и перестает включаться. То есть черный экран и никак не реагирует ни на какие кнопки. При этом происходит большое потребление тока относительно, и магнитола высаживает аккумулятор за пару дней. В чем именно вопрос? Если снять верхнюю крышку, то можно увидеть вот такую вот начинку. Она довольно-таки богатая, много процессоров, память. Снизу тоже все в порядке. Так вот, если снять CD-привод, то откроется доступ к плате, и после того, как взять обычный фен, или строительный, или паяльный, или даже для волос, сушки, и прогреть хорошо плату, она начинает работать. Я пошел немножко дальше и вычислил, что именно надо греть. Греть надо вот этот проц от компании ТМС. И первое, что мне в голову, к чему я пришел, то, что его надо реболить, то есть пересаживать. Но, покопавшись в интернете, я понял, что проблема вот в этих памятях. Вот одна, и с обратной стороны здесь другая. Память, как вы видите, имеет маркировку в верхнем левом углу 0906, это дата производства. То ли 9, то ли 6 год. И вот эта память под маркировкой 46V64M8, она в этих годах имела проблему, то есть были бракованные. И даже Ford менял магнитолы по гарантии. То есть весь ремонт магнитолы сводится к тому, что надо перепаять две оперативные памяти. Они по сути пустые, то есть просто перепаиваем и не морочим себе голову с содержимым, что там внутри. Прошивать ничего не надо. Одну память с нижней стороны платы и вторую память с верхней стороны платы. То есть эту и вот эту. Почему так происходит? Почему я грею проц и магнитола начинает работать, не могу объяснить. Что еще? Не обязательно искать именно такую память. Оказывается, эти микросхемы установлены в компьютерных планках памяти DDR, и можно подобрать схожую по объему памяти. То есть подходят от 1 гигабитных планок памяти. Там их 16 штук стоит. Сами можете посчитать, сколько, я не буду заморачиваться. То есть можно по дате еще посмотреть, сколько объем в этой микросхемы, и по объему подобрать подходящую. Я не стал заморачиваться, нет у меня памяти, специально покупать я не буду. Две новые микросхемы, их долго ждать, и нет наличия. Поэтому я отправляю тем ребятам, которые непосредственно занимаются. Стоит этот ремонт относительно недорого. И, собственно говоря, сейчас включу, покажу, как проявляется неисправность. Магнитолу собрал, немножко поторопился, впихнул CD-привод, но не суть важно. До микросхемы доберемся. Подключил питание. Питание подключается очень просто. Общий минус, который выходит на корпус, и плюс от зажигания и постоянный плюс. Я потом покажу. Что у нас по потреблению тока? 0,16 ампер, и все, магнитола не стартует, ничего не происходит. Теперь отключаем питание, берем фен,
ставим градусов 200. Прогреваем микросхему памяти. В прошлый раз я грел ТМС-ку, эту квадратную. Но сейчас попробую разогреть память. Смотрим. Опа, ребята, смотрите. Привод закрутился. Магнитола даже сама запустилась. Вот и все. Пробуем. Выключаем. Так. Ток 1 ампер. Ну, это из-за диска. Рубанули. Ого, диск долго крутится. Пробуем стартовать. Нормальный ток потребления. Привод работает. Магнитола при этом не работает, но я думаю, она включится. Да, все в порядке. Так, на этом бы закончить видео. Теперь покажу подключение. Это задняя часть магнитолы, большой разъем. И вот у меня тоже вот такой вот оригинальный разъем. Со времен еще моей работы на официальном Форде. Значит, вам потребуется 3 провода. Сейчас я наведу фокус. Вот. Вот в этой колодке. Значит, вот это земля. Ну и вот эти два, это 2 плюса. Как они расположены? Вот, я думаю, так отлично видно. Нижний левый это земля, нижний правый это плюс. И над ним справа, чуть выше, это тоже плюс. В принципе, на этом все. Всем пока.